Привет, друзья! Вы на канале «Мы в Испании», но мы, как обычно, в Испании. Алексей – это я, а Татьяна сегодня у нас в роли оператора. Не забывайте подписываться на наш канал, как обычно, ставить лайки и пишите ваши позитивные комментарии. Ну а сегодня мы поговорим о том, можно ли в Испании, установив солнечные панели, получать нулевую счет-фактуру. Я приведу 3 случая, а потом в конце этого ролика расскажу, можно или нет. Вообще в Испании понятно, что сейчас на сегодняшний момент 63% электроэнергии уже та, что поступает в сеть, выработана возобновляемыми источниками. И, естественно, очень многие уже и компании, и предприятия, и домовладельцы пользуются солнечными панелями. Но появляются такие моменты, которые, вот эти 3 случая, которые я вам сейчас расскажу, когда клиенты разочаровываются. И вот совсем недавно обратился клиент, а я это называю ошибки, и мы эти ошибки, естественно, исправили. А чтобы вы не наступали на чужие грабли, первая ошибка. Первая ошибка. Клиент посмотрел, как ему у соседа монтировали солнечные панели. Ну, подсмотрел, я даже так бы назвал. Соответственно, приобрел точно такое же оборудование. Был куплен трехфазный Huawei. Ну, вы, наверное, кто находится в обсуждениях в сетях, может быть, и слышали про этот случай уже, потому что он так широко обошелся. То есть клиент искал, мы вышли на него, поговорили и решили его проблему. Ситуация была такая, то есть клиент решил самостоятельно приобрести оборудование. После всего этого не смог смонтировать его. Он даже попытался, в итоге мы вышли на него, пообщались и пришлось продать этот инвертор и заменить, потому что у него дома, у соседа было 3 фазы, у него дома была 1 фаза. И, соответственно, трехфазный инвертор ему не подошел. Вот. Ну, удалось решить этот вопрос положительно. Так что не наступайте на чужие грабли, когда есть свои. Сразу из практики второй момент, тоже произошел в июле, совсем недавно. Значит, у клиента было установлено по максимуму все, что возможно, как он сказал, монтировали не мы, но он в споре, тоже в чате, в споре, он сказал, что в Испании невозможно вырабатывать энергию, и чтобы счет-фактура была нулевая, потому что все равно вот какие-то препоны. И я выехал на объект, и оказалось, что у человека, ну, действительно, там избыточная была энергия, но так получилось, что у него стояло охлаждение бассейна, и за день бассейн нагревался, и в ночь, когда уже солнце садилось, включался вот этот тепловой насос, и почти до 3 ночи он на полную мощность работал, охлаждал до 22 градусов, не знаю зачем. В итоге получалось, что как он не пытался выйти в ноль, то есть все равно получалось, что днем работали кондиционеры, ночью работал вот это охлаждение бассейна, и в итоге его солнечные панели получалось, что как бы вроде как не работают. В итоге все решилось перенастройкой оборудования, мощности было достаточно. И еще один маленький лайфхак, который я еще раз скажу в конце этого ролика. Друзья, а мы в свою очередь ищем клиентов, кому нужно установить солнечные панели, кому нужно рассчитать, кому сделать проект. Не стесняйтесь, обращайтесь, все контакты под видео, как обычно. Если появились вопросы, пишите комментарии. Ну и третий момент. Обратился клиент, у которого было уже установлено оборудование давно, и в итоге тоже меня попросили проинспектировать, что произошло. Ну и когда я увидел, я посчитал ту мощность, которая установлена на доме, и выяснилось, что в момент монтажа этого оборудования, то есть там стоял инвертор и панели на 6 киловатт, и человек, когда воспользовался и понял, что энергия приходит с неба, то есть за нее не нужно платить, сделал капитальный ремонт, установил, ну там много чего было установлено, были установлены теплые полы, установлен тепловой насос. И вот сейчас в июле он в итоге купил электромобиль, мы ему смонтировали зарядную станцию, но вот клиент обратился и говорит, что мощности на зарядную станцию в течение дня не хватает. Ну вот после этого мы разобрались с этой ситуацией, тоже этот момент решили. То есть получается,
разумеется, если вы планируете установить солнечные панели, и нужно рассчитывать не на тот момент, когда у вас ничего нет, а на тот момент, когда у вас все будет. И, соответственно, вы должны либо, если вы планируете в дальнейшем развивать эту свою мобильность и экологичность, и Zero Emission, так называемый, то, соответственно, вы должны заранее предусмотреть. Но в любом случае, если у вас есть возможность, если у вас есть площади, если есть у вас финансы, конечно же, то можно выйти в ноль. А как выйти в ноль? Это прямо сейчас. Ну а получить нулевую фактуру тоже можно в Испании, если ваша система вырабатывает в течение дня ту лишнюю энергию, которую вы не потребляете. Естественно, ее можно отдавать в сеть. С 2019 года можно было отдавать в сеть, но при этом, если вы там, грубо говоря, излишки все отдали в сеть, и вам компания, энергокомпания все это дело выравнивала, так называемый нулевой баланс, и вы ничего такого финансового не получали. Но в каждой компании и в каждой строчке фактуры, если вы будете смотреть свою фактуру на электроэнергию, в первой строчке вы увидите мощность. То есть та мощность, на которую выделена на ваш дом, умножается там на 9 центов в момент пика, на 31 день. И вы, если у вас там 5,75 киловатт, вы порядка 17-18 евро, ну плюс еще НДС, все равно вы не выйдете в ноль, у вас все равно будет вот эти вот 17 евро. Но чтобы это решить, сама жизнь привела к тому, что теперь это стало возможно. В 2023 году пришло много операторов, пришло много различных дистрибьюторов. И компании появились, так называемая такая услуга, называется, у Iberdrola она Solar Cloud, у других компаний называется виртуальная батарея. Но в любом случае вы можете заключить договор с такой компанией, подключить виртуальную батарею, все излишки будут заливаться в сеть, и после того, когда есть, кстати, компании, обращайтесь под видео и переходите по ссылке, если вы с нами будете работать, я вам все это дело расскажу. И компания, как та закачанная энергия, которая у вас легла в виртуальную батарею, естественно, все компенсируется. И есть уже довольные клиенты, которые, причем тоже с электромобилями, которые уже получили нулевые счет-фактуры. То есть, да, реально в Испании все это можно сделать. Просто нужно немножко с этим делом разобраться, понять, правильно настроить оборудование. И самое главное, правильно выбрать оборудование и смонтировать. Так что все в наших руках. Ну что, надеюсь, это видео, как обычно, было вам полезно. Не забывайте, еще раз повторюсь, ставить лайк, подписываться на канал, кто не подписан. Всем добра и позитива. Переходите по ссылке, которая под видео. Hasta luego!